Всем привет! Меня зовут Анжелика, и вы на моем канале Fit Кухня жизни. Сегодня у нас особенно эксклюзивный выпуск. Мы будем готовить блюдо по моему авторскому рецепту, который стал настоящим спасением для здоровья. Это гигантские фаршированные грибы с уникальной начинкой. Рецепт разработан для тех, кто восстанавливает свою щитовидную железу при гипотиреозе. И одновременно для тех, кто жестко следит за своим сахаром в крови, то есть у кого сахарный диабет. И всем остальным, кто следит за своим здоровьем, кто хочет быть здоровым. Никакого сыра, никакого глютена, никакой лактозы, ни сои. Мы сегодня заменим тяжелые углеводы и молочные жиры на полезнейшие коренья и авокадо. Сегодня я покажу абсолютно весь процесс. Мы подружим свино-говяжий фарш с коренем сельдерея, кальраби, батата, свежим ревенем и, конечно, кайенским перцем. Я покажу, как правильно раскрыть сухую зелень и авокадо. И как приготовить наши фаршированные грибы в режиме вверх-вниз плюс конвекция, чтобы они оставались супер сочными. Ну что, интересно? Тогда поехали готовить. Вкусная начинка. Начнем с основы. Берем ровно 4 огромные шляпки грибов. Первым делом мы аккуратно выкручиваем ножки. Не ломайте, пожалуйста, шляпку. Просто поверните ножку по часовой стрелке, и она легко отойдет. Теперь мой авторский лайфхак. Берем чайную ложку и легким движением вычищаем изнутри шляпки. Вот эти темные пластинки. И можно немного помогать себе ножиком. А также краешки обрезать можно даже ножницами, чтобы шляпки не поломать. Обязательно делайте это. При совмещенном режиме духовки вверх-вниз с конвекцией эти пластинки выделят слишком много черной водянистой жидкости, из-за которой гриб размокнет, потеряет форму. Зачистив их, мы получаем идеальные сухие чашечки для нашей богатой начинки. Для людей с гипотиреозом грибы – это важнейший источник природного селена, который необходим для синтеза гормонов щитовидной железы. А для диабетиков грибы хороши тем, что у них практически нулевой гликемический индекс. Фаршированные грибы, вот мое искусство. С ревенем и бататом в танце вкусов. Каждый укус, как мелодия в нашем звуке. Вкус настоящего, мы это поймем. С фаршированными грибами жизнь нам по плечу. Переходим к подготовке овощных компонентов. Мы берем сырой батат, корень кальраби, корень сельдерея. Обратите внимание, мы трем их на средней терке. Нам нужна сочная, тонкая овощная стружка. Зачем здесь батат? При гипотиреозе щитовидной железы
Обязательно нужны правильные сложные углеводы для поддержания метаболизма. Батат дает эту энергию, но благодаря среднему гликемическому индексу его углеводы усваиваются медленно, что абсолютно безопасно при сахарном диабете. А теперь главный секрет моего авторского рецепта. Мы берем свежий ревень, очищаем его, шинкуем ножом на микроскопические кубики или можем его в измельчителе измельчить. Ревень содержит янтарную кислоту, которая разгоняет вялый при гипотиреозе обмен веществ, а его легкая яблочная кислинка делает мясо невероятно нежным. В танцах вкуса каждый укус, как мелодия в нашем звуке. Вкус настоящего. Мы как поймем. Ровными криками жизнь нам покричу. Соединяем в миске свино-говяжий фарш. Это наш источник тирозина и железа. Сюда же высыпаем батат, кальраби, сельдерей и наш ревень. Добавляем немного морской соли. У меня это не морская соль, а розовая соль гималайская. И теперь наш главный метаболический ускоритель – это кайенский перец. Буквально 1 грамм, одну щепоточку. Капсаицин в кайенском перце стимулирует обмен веществ и улучшает чувствительность ткани к инсулину, что жизненно важно при диабете. Теперь руками тщательно, как тесто, вымешиваем этот фарш. Коренья и ревень должны полностью соединиться с мясными волокнами. Посмотрите, какой сочный фарш, без капли лишнего жира у нас получился. Теперь мы фаршируем наши грибы. Сначала мы смазываем наши чаши грибные оливковым маслом немного. Добиваем наши грибные чаши фарша максимально плотно. Не бойтесь давить, начинка должна сесть плотно. Из фарша формируем сверху красивую, округлую, богатую горку над краями гриба. Смазываем бока грибов оливковым маслом. У нас уйдет немного оливкового масла, примерно 15 грамм, чтобы гриб остался сочным. Внимание, друзья, очень важный момент по запеканию. Обязательно дослушайте. Я готовлю режим вверх-вниз плюс конвекция. Этот режим очень агрессивный. Вентилятор гоняет горячий воздух и быстро сушит продукты. Чтобы мясо не превратилось в подошву, мы плотно накрываем форму фольгой. Температуру выставляем на 160 градусов. Фольга создаст эффект бани. Наше мясо с ревнем, бататом и коренями будет томиться в сосном соку, а конвекция равномерно прогреет форму со всех сторон. Отправляем в духовку на 15 минут под фольгой. Но если у вас самая обычная духовка и режима конвекции нет, то включайте стандартный режим вверх-вниз и поднимайте температуру до 180 градусов. Запекайте грибы сначала 20 минут под фольгой, чтобы все внутри стало мягким и пустило сок. И в том и в другом случае результат будет идеальным.
И всегда я вам говорю, что следите за своей духовкой. Вы должны ориентироваться на свою духовку, так как только вы можете увидеть, как правильно готовятся ваши грибы в вашей правильной духовке. И готовим наши небольшие грибы, чтобы у нас был про запас. Значит, берем наши ножки, которые мы повыкручивали у грибов, режем мелко, можно резать, а можно в измельчитель. И также берем наши коренья, сельдерей, батат и кальраби. Все это хорошо в измельчителе измельчаем. И сначала наши грибочки мы внутри смазываем маслом, а потом заполняем их нашей смесью. Вкусная начинка, как волшебство, фаршированные грибы. Вот мое искусство, с ревенем и бататом, в танце вкусов, каждый укус, как мелодия в нашем звуке. Вкус настоящего, мы это поймем, с фаршированными грибами. Жизнь нам по плечу. А вот моих красавчиков, мое грибное чудо, отправляю я в заморозку. Да, и будет не на будущее. А чтобы их разморозить, нужно поставить в духовку на 160-170 градусов. Если это с конвекцией, значит это где-то 20 минут, вот, чтобы они успели еще разморозиться. Если без конвекции, то будет чуть дольше, да, 25 минут. Но всегда ориентируйтесь на свою духовку. Я вам всегда говорю, что ориентируйтесь на свою духовку. Ведь духовки разные, разные грибы, разная начинка. И всегда нужно ориентироваться на те продукты, которые есть у вас. Это мое чудо. Вот так я отправлю их в заморозку. И будут меня ждать. Да, вкусно будет. Прошло нужное время. Наше мясо полностью приготовилось в собственном соку под фольгой. Теперь мы полностью снимаем фольгу и возвращаем наши грибы в духовку еще на несколько минут в открытом виде. Если у вас конвекция, оставляем на 5-7 минут. Если обычный режим, на 7-10 минут. Нам нужно, чтобы лишняя влага ушла, а мясная горка сверху немножко подпеклась и схватилась красивой аппетитной корочкой. Пока наши грибы с мясом готовятся, доготавливаются, мы приготовим с авокадо крем. Все ложим в измельчитель. Наши сухие травы, это петрушка, укроп, плюс наш авокадо, плюс чеснок сухой. Добавляем немного яблочного уксуса, немного оливкового масла и солим это все по вкусу. И все это превращаем в пасту. Как волшебство, фаршированные грибы. Вот мое искусство, с ревенем и бататом, в танцах вкусов, каждый укус, как мелодия в нашем звуке. Вкус настоящего, мы это поймем, с фаршированными грибами. Жизнь нам по плечу.
вкусная начинка, как волшебство, фаршированные грибы. Вот мое искусство, с ревенем и бархатом, в танце вкусов, каждый укус, как мелодия. Достаем наши грибы из духовки. Посмотрим, как аппетитно они выглядят. Посмотрите, как подрумянилось мясо. А теперь мой главный авторский секрет. Мы не будем запекать авокадо. При повторном нагревании в духовке авокадо теряет свои полезные свойства, меняет цвет и может дать горчинку. Мы выкладываем наш прохладный крем из авокадо, чеснока и сухой зелени прямо на готовое, пышущее жаром мясо. От этого тепла авокадо само слегка потает и превратится в нежнейший сливочный соус, создавая невероятный ресторанный контраст температур. А давайте посмотрим, какой он внутри, наш гриб. Давайте возьмем и попробуем. Это так пахнет! Каенский перец, чесночок наш, а у нас авокадо, вообще, вся зелень. Давайте посмотрим, какой он внутри получился. У меня уже слюнки бегут, вы знаете, просто замечательно. Смотрите, как пропекся внутри хорошо. Наш батат, наши овощи. Посмотрите, а фарш какой, не сухой. Давайте я попробую. Как это вкусно, у меня уже слюнки бегут. Это просто бомба. Это просто очень-очень вкусно. Не сухое. В меру соленое. А каенский перец здесь. Это просто... Я просто не могу. Так вкусно. Всем надо. Давайте еще. А гриб здесь у нас. Он такой стал тоненький. Он как мясо у нас тут тоже. Смотрите, он совсем тоненький стал и пропекся хорошо. Мне неудобно одной рукой, но поверьте, это так вкусно. Мне хочется и хочется. Посмотрите, какое оно нежное. Какая структура красивая. Вы только посмотрите. Вы только посмотрите, как это вкусно. А наш авокадо дает еще такой маслянистый вкус и вместе с чесночком, с зеленью. А укроп здесь, это просто восхитительно. Это бомба. Приготовьте. Не пожалейте. Это так вкусно. Фит кухня жизни. Это просто потрясающе. Это потрясающе. Ну, каенский перец здесь, вы просто... Это просто взрыв эмоций, взрыв вкуса. Он еще горячий, еще теплый. Наш авокадо немножко поплыл. Мне хочется и хочется. Это так вкусно. Посмотрите, как это вкусно. Вы просто не представляете, какой у меня аромат стоит на кухне. Это бомба. Это очень вкусно. Очень. Мне хочется и хочется. Я, наверное, съем до конца. Я пошла кушать. А наш авокадо заменил сыр. Вот здесь он вместо сыра. И ничем не хуже, чем сыр. Ничем не хуже. Даже лучше. Потому что сыр дает такую жевательную, такую более тянущуюся. А здесь это более маслянистое. И фарш от этого еще выигрывает. А кислинку наш ревень дал. Это просто изумительно. Это просто изумительно. Ну все, я уже пошла. Второй раз уже не приду. Я уже пошла есть. Все, это просто бомба. Мы сегодня приготовили очень эксклюзивное блюдо. Прямо это восторг. Каенский перец дал уникальную и такую остроту придал этому блюду. Ревень придал такую нежную кислинку, а наши коренья нашему фаршу придали сочность
И все это стало очень интересным блюдом. Это блюдо нас лечит. Оно следит за нашим сахаром в крови и дает в то же время энергию для нашей щитовидной железы. Я хочу поблагодарить всех своих подписчиков, кто подписался, кто подпишется, будущих подписчиков, кто оставляет свои комментарии, кто ставит лайки, кто пришел ко мне на канал в Telegram. Всем большое спасибо. А еще я хочу сказать, еще подписывайтесь на канал, еще ставьте лайки, приводите сюда друзей. Чем нас тут будет больше, тем больше будет таких уникальных моих авторских рецептов. Меня это мотивирует, мне это очень помогает. Также помогает ваши комментарии. Так что я всех вас жду. Буду рада вас видеть на своем канале, как в Телеграм-канале, так и здесь. А на сегодня все. Пока-пока, приятного аппетита!